И снова всем привет! Сегодняшнюю работу мы с вами начнем с воротничка. И прежде чем его пришивать, нам необходимо его примерить. То есть, смотрите, я сейчас беру, отделяю, вот так, пока отодвигаю подкладочку и прикалываю той стороной, где у меня нет синтепона, я вот так прикалываю воротничок с горловиной. Прикололи и примеряем на себя. Можно прям так примерить. У нас воротничок здесь подвернется. Можно, в принципе, приколоть и второй край к подкладочке. Ну так, в нескольких местах, да, чтобы он у нас не задирался. И примеряем. В общем, нам сейчас наша задача примерить воротничок и, если необходимо, сделать корректировки либо в воротничок, то есть я имею в виду, захотели по ширине сделать меньше, либо вот сюда по горловине. Мне захотелось, я сейчас убираю булавочки, то есть я сейчас уберу воротничок, и мне хочется поговорить о горловине. Как раз вот в этот момент, когда я пристегнула воротничок к горловине и примерила жилеточку на себя, мне захотелось чуть-чуть углубить по переду, вот здесь вот горловину. Я захотела себе углубить на 1,5-2 сантиметра. Но это делать нужно так, чтобы линии наши были в зеркальном отражении. То есть вот здесь мы ставим меточку по этой стороне. И по этой стороне мы тоже ставим меточку, но они должны быть прям вот так в зеркальном отражении. То есть я сразу вот так на обеих сторонах поставила. И мне нужно, смотрите, вот у меня идет линия, да? Мне нужно плавненько линии вывести вот сюда. К сожалению, ручка у меня окончательно перестала писать. Я постараюсь навести эту линию мелом. Я почему-то уверена, что вам будет не видно, но я очень надеюсь, что вам все понятно. Так, значит, сначала я прорисовываю эту линию мелом, не до конца, вот до плечевого среза, а вот до закругления. Я прорисовываю, сюда прорисовываю. Сейчас мне нужно сделать строчку прямую здесь и лишнее срезать. Ну, то есть, чтобы здесь у меня была закрепочная строчка, да, чтобы она у меня здесь не размахрилась, не разбежалась. Значит, я прошиваю прямую строчку, лишнее срезаю и уже буду пришивать воротничок. Кстати, именно для этого я и брала 1,5 сантиметра плюсом, потому что когда мы с вами углубляем горловину, как раз длина вот этой линии, да, горловины, размера ее немножечко прибавляется. Ну, может быть, на 3, на 5 миллиметров. Но я взяла 1,5 сантиметра на всякий случай. Поэтому сейчас корректируем нашу полочку, если необходимо. Итак, смотрите, я прострочила и с одной, и с другой стороны. С одной стороны уже срезала. Так будет понятнее, да? С одной стороны я уже срезала эти 1,5 сантиметра. Видите? То есть я чуть-чуть углубила пройму, горловину. Значит, мне сейчас также я срезаю отсюда, оставляю примерно 0,5 припуска. Все, лишнее убираю. И, конечно же, на подкладочке мы тоже должны срезать эти 1,5 сантиметра. Но у меня эти 1,5 сантиметра, у вас может быть 0,5, 1 сантиметр, может быть даже 2. То есть срезать аккуратненько, вот так я складываю сейчас вместе, чтобы у меня было ровненько. Складываю вместе два края так по переду. Вот здесь по горловине складываю и срежу. Здесь уже прошивать ничего не надо, просто срезать. 1,5 сантиметра, вот так вот ровненько вывести плавной линией. И теперь прикалываю снова воротничок. Опять же повторяю, прикладываю свободный край воротничка к основной детали, то есть к жилетке. Конечно, если вы хотите, вы можете и наоборот пришить, но я считаю, что так будет удобнее пришивать и будет симпатичнее выглядеть. Сшивать
будем на 1,5 сантиметра. То есть ширина строчки должна быть 1,5 сантиметра, потому что мы с вами здесь оставляли на шов 1,5 сантиметра и по горловине, и по воротничку. Лишнее потом срежем. Приколола воротничок только в жилетке. Вот так. И иду строчить. Повторяю, строчим мы с вами на ширину 1,5 сантиметра. Длина стежка может быть 3-3,5 миллиметра. Пришили одну часть воротничка. Теперь мы делаем так. Берем подол и скручиваем в трубочку. Скручиваем, скручиваем, скручиваем. Вот так остается, ну вот буквально до плечевой линии мы с вами скрутили. Далее подкладочку мы с вами вот так подворачиваем под эту трубочку, вот так. То есть подкладочка внизу, трубочка сверху. Сверху мы с вами накладываем вторую половинку воротничка. И вот так начинаем скалывать вторую половинку воротничка с горловиной подкладки. Возможно, у вас подкладочка будет чуть-чуть короче все-таки воротничка, да, по линии вот этой. Мы просто либо распределяем, если там, допустим, 0,5 лишних, либо у вас вот здесь на воротничке будут оставаться хвостики. То есть это вы уже сами смотрите по своей. Я сейчас приложила ровненько, сейчас приколю и будет видно. Если у меня, я вот так иду к серединке, да, если у меня посерединке будет излишек, то тогда я посмотрю, если он будет небольшой, тогда его буду распределять. Если он будет достаточно большой, больше 1 сантиметра, тогда мне нужно будет сдвинуть от серединки в одну и в другую сторону, вот сюда. И лучше у меня здесь будет немножечко выглядывать воротничок. Хотя, смотрите, у меня вроде как все сходится. Ну, может быть, 0,5 будет разница. И мне ее нужно будет распределить. Даже не будет разницы. Видите, все сходится. Так что не зря я оставляла 1,5 сантиметра на всякий случай на длину воротничка. Все, точно так же пришиваю на 1,5 сантиметра ширину строчки. Длину стежка 2-2,5 миллиметра. После того, как мы с вами пришьем вот эту часть воротничка, хвостики от петельки можно будет срезать. Пришила я свой воротничок. Теперь что мы делаем дальше? Значит, мне нужно, смотрите, у нас будет воротничок вот так соприкасаться, то есть вот соединяться. Вот эти два шва по горловине, они у нас будут соединяться. Чтобы они друг другу не мешали, нам нужно сделать вот что. Нужно, во-первых, чтобы на жилеточке этот шов по горловине, который у нас идет, смотрел наверх. То есть мы можем сделать отстрочку вот здесь по верху. Можем отстрочку не делать, можем сделать вот так, срезать лишний припуск, оставить примерно 0,3. 0,3, может быть 0,5, если вы сильно боитесь, да, что лишнее срежете. Срезала припуск, теперь он у меня такой аккуратненький, маленький, ничему не мешает. И что теперь вот касается вот этого припуска на стороне подкладки. Мы можем, конечно, тоже сделать его меньше, можно срезать, можно сделать надсечки, он тогда будет мягенький, аккуратненький и не будет мешать. Но, в принципе, можно сделать тоже отстрочку. Можно сделать на эту сторону, можно сделать на эту сторону. Но я думаю, что можно просто срезать и не мучиться. Я срежу, на этот раз я оставлю примерно 0,5, то есть я не буду много срезать. Нам нужно, чтобы у нас осталось за что зацепить. То есть мы будем с вами делать закрепочки, ниткой и иголкой закрепочки по воротничку, чтобы он у нас оставался на месте, да, чтобы он у нас был ровненький и красивенький, не ерзал, так скажем. То есть закрепки нам нужно будет делать. Вот он наш воротничок, да, это лицевая сторона, это изнаночная. Закрепки нам нужно будет делать вот таким образом. То есть я буду по плечевым швам вот так ниточкой, иголочкой скреплять.
Вот так. Здесь скреплю и здесь скреплю. Вот так берем прям вот за припуск плечевого среза и к припуску плечевого среза сделаем несколько стежочков. Теперь аккуратненько выворачиваем нашу жилеточку. Вытягиваем, да, из воротничка. И можно еще раз примерить. Так, вот он наш воротничок. И, кстати, там, где у нас петелька, тоже можно скрепить. Я сразу не подумала, но уже выворачивать не буду. Я сейчас скреплю прям вот так. Значит, ввожу иголочку прямо в шов, в канавку шва. Здесь вывожу таким образом, чтобы тоже иголочка вышла в канавку шва. Так, вот она у меня иголочка. Вытаскиваю, вытягиваю. Дальше с этой стороны я опять ввожу в канавку шва и здесь нахожу эту же канавку. То есть туда же вывожу иголочку. Ну, в общем, таким образом скрепляю место, где у меня будет петелька. Ну и, конечно же, ниточка должна быть в тон нашего основного изделия. Ни в коем случае не должна выделяться. И только в канавку. Готово. Я себе закрепила петельку. То есть вот так, видите, все здесь все ровненько. И здесь по шву, и здесь по шву. Жилетка, в принципе, у нас не такая тяжелая, чтобы бояться, что петелька оторвется. Но все-таки закрепить необходимо. Значит, что нам теперь нужно сделать? Мы теперь берем с вами молнию. Так, значит, я себе купила молнию. Так, нам нужно сначала вот здесь выровнять все, да? Вот здесь совместить вот эти швы по горловине. Далее здесь у нас будет подгибка, вот она. И вот она моя нижняя строчка. Теперь смотрите, у меня молния чуть больше, чем передний срез. Я не буду здесь ничего высекать, выгрызать из молнии. Я просто сделаю вот так подгибку. Все, и она у меня там останется, лишнее отрежу. Я так делаю постоянно. Если честно, у меня нет никаких инструментов. Я даже не представляю, как это делать. Но если вы можете убирать зубчики, пожалуйста, убирайте. Но, кстати, вот этот тормозочек, я не считаю, что здесь он обязательный. Потому что я делаю вот так подгибку, вот так загинаю именно под прямым углом. И молния дальше просто не выйдет за пределы этого уголочка. Поэтому я считаю, что если здесь убирать лишнее, то вот этот тормозочек, он лишний. Значит, смотрите, вот так у нас выглядит наша жилеточка, то есть это ее лицевая сторона, и молнию я кладу лицевой стороной вверх. Так, теперь я переворачиваю молнию лицом к лицу на одну сторону. Здесь мы с вами все выровнялись, значит, здесь по горловине швы должны совместиться. Здесь все выравниваем ровненько, да. И теперь я начинаю снизу, отступив от самого нижнего вот этого сгиба вверх 0,3-0,5 будет самое то. И прикалываю только к одной стороне, к подкладке пока не прикалываю. Прикалываю молнию вот так. И далее разворачиваю вот так и накладываю сверху уже плащевую, то есть подкладочный слой. Так. И уже достаю булавочку и той же булавочкой скалываю все слои вместе с молнией. Теперь у нас одна булавочка приколота, можно не бояться, что мы что-то потеряем. Мы должны вывернуть нашу жилеточку. Выворачиваем.
Так нам будет удобнее пришивать молнию. Вывернули. И ту сторону, где у нас молния, вот так выправляем. Выправляем вместе с воротничком. Вот так выправляем. Далее я продолжаю скалывать. То есть я совмещаю все эти слои. Нашу слоенку по переду. Далее идет у нас молния и подкладочка. Так. И мы продолжаем все эти слои совмещать. Идем кверху, к воротничку. Старайтесь ничего не растягивать, чтобы все было ровненько. Здесь у нас пройма пришита, поэтому здесь у нас никак ровненько не выложишь, поэтому постарайтесь, да, вот так вот аккуратненько выкладывать и скалывать. Доходим до горловины и убеждаемся, что эти срезы по горловине, да, у нас совпадают. Они прям должны идеально у нас совпадать. Так, пришили. И нам нужно идти дальше. То есть пройти вот сюда вверх уже по горловине. И здесь мне уже можно раскрыть молнию. Так, чуть-чуть я ее, бегунок туда дальше, вовнутрь вкладываю. Чуть-чуть, насколько можно. Так, развернула, чуть-чуть туда убрала собачку. И вот эту часть внутреннюю мы пока туда вовнутрь и складываем. Далее я разворачиваю воротничок вот так ровненько, да, срезики вот эти вот. Разворачиваю, тут же у меня идет между ними молния. Одна сторона молнии. Я продолжаю ее сюда вот так скалывать. Так. А здесь вот этот хвостик. Так, у нас вот эта сторона передняя, значит, я вот так на внутреннюю сторону просто делаю вот так загиб. Смотрите. Вот так. Под прямым углом. Просто делаю загиб. Эту часть лишнюю я потом срежу. Вкладываю вовнутрь вот так. И скалываю вместе с загибом, но чтобы вот здесь у меня ровненько срезы шли. Вот так вот загиб я тоже скалю, пока ничего не срезаю. Значит, нам необходимо сейчас хорошенечко прометать, то есть хорошенько сметать молнию. Причем не так сметать, а вот так сметать, вот так. Так, приметываем полностью молнию с одной стороны и сразу же ее прошиваем. То есть пришивать мы будем... Мы берем с вами лапку, можно на обыкновенные лапки, потому что это у нас не потайная молния. Длину стежка можно здесь установить максимальную, то есть это у нас еще будет не основная строчка. Ну и дальше мы ее выворачиваем, и я покажу, как пришить вторую часть молнии. Я выворачивать буду через вторую половинку переда, пока. Так, выворачиваю, расправляю. И смотрю, все ли у меня получилось. Итак, это у меня низ молнии. Все замечательно, ровненько. Здесь у меня ниточка выглядывает, ее срежем обязательно. Так, и это у меня верх молнии, посмотрите, видите? То есть у меня дальше, чем я прошила, замочек не пойдет. То есть тут можно не переживать, что он куда-то денется. Здесь, кстати, еще по переду я, наверное, все-таки сделаю еще закрепочку. Теперь я, не снимая молнии, вот так мы с вами складываем нашу жилеточку, чтобы было понятно, куда нам крепить нашу молнию дальше. Так. Здесь уже можно расстегнуть.
Мы уже видим, что вот эта лицевая сторона у нас. Так, вытягиваю молнию и переворачиваю опять же лицом к лицу. И мне нужно теперь приколоть нашу молнию таким образом. Так, я пока бегунок наверх уберу, чтобы было удобно показывать. Таким образом, чтобы у нас сходились вот эти линии. То есть, чтобы сходилась наша стежка. Ну и, конечно же, также и снизу. Вот она моя нижняя строчка. Значит, мне ее нужно сделать таким образом, чтобы она у меня выглядела точно так же, как и... Вот так я сейчас сколю, точно так же, как и на другой стороне. Я сейчас сколю, выверну и смотрю, что у меня получится в результате. Если у меня получится все так, как нужно, так мы сейчас с вами застегнем и посмотрим. То есть, если у меня здесь вот эти нижние строчки совпадают, значит, мне можно дальше стягать, то есть дальше прикалывать мою молнию, да. И обязательно мы сейчас с вами ее приколем, сколем, то есть проверим, все ли у нас правильно. Для этого нам нужно снова вывернуть нашу жилеточку. Но можно не совсем выворачивать, смотрите, можно опять вот эту часть скрутить, вот так скручиваем, скручиваем, и вот так надеваем на эту скрутку переднюю половинку. Все, вот так. И потихонечку идем дальше, то есть выше, скалывать нашу молнию. Так, я сейчас вот здесь приколю булавочку вторую, а эту переколю на эту сторону. Скалываю до самого конца. Ну, пока ничего не проверяю, потому что это невозможно. Скалываю, выворачиваю и проверяю. Вот тут уже нужно обязательно проверить, чтобы наши линии совпали со второй половинкой полочки. Если не совпадают, конечно же, поправляем. Если совпадает, делаем наметочный шов. Еще раз после наметки выворачиваем, проверяем. Если все совпадает, то тогда строчим. Строчим точно так же, как и первую часть молнии. Кстати, вот здесь тоже мы должны с вами совпасть. Вот здесь, это у нас горловинка. Вот я пока болтала, видите, где-то что-то поднатянула. У меня вот здесь вот не сходится. Поэтому я потихонечку возвращаюсь назад, сравниваю эти срезы. Так, восстанавливаю, так сказать, справедливость, ровность. Вот как раз здесь у меня и получается, что я немножко поднатянула. Далее мы скалываем с вами по воротничку, точно так же, как и на той стороне переда. Да? Здесь у нас еще, не забываем, синтепон. Он у нас здесь не прикреплен по низу воротничка. Хотя можно было бы прикрепить, но вот я не стала. И с этой стороны мы делаем загиб в другую сторону. В тот раз мы делали сюда, в этот раз делаем сюда. Далее я также скалываю. И уголочек тоже на всякий случай зафиксирую булавочкой. Теперь мы с вами выворачиваем. Но вывернуть нам теперь нужно через боковую не зашитую дырочку у нас. Да, есть такая, бачок такой не зашитый. Я вот так сейчас, у меня бачок с другой стороны. Я вот так выворачиваю сейчас, нахожу эту дырочку не зашитую и выворачиваю. Вот она у меня не зашитая дырочка. Выворачиваю полностью свою жилетку на лицевую сторону. И это нужно для того, чтобы проверить, все ли у меня сошлись линии по переду, чтобы уже можно было пришивать молнию окончательно. Вывернула свою курточку, жилеточку. Так, выправляю уголочки. И прям так
с булавочками мы с вами должны застегнуть молнию. Застегиваем. И молимся, что у нас получилось все с первого раза. Застегиваем аккуратненько, потому что с этой стороны у нас еще булавки приколоты, то есть еще не пришито. Так, смотрим. Смотрите, у меня с первого раза линии сошлись. Опять же, здесь у меня ниточки, но это нужно будет убрать, когда будем пришивать. Просмотреть, линии сходятся. Все, каждая линия. Иначе будет некрасиво, будет, когда перекос, будет, ну, сами понимаете, да, что это будет некрасиво. Далее, здесь у меня тоже я уже, наверное, сначала сошью, потом уже здесь буду смотреть. То есть здесь тоже должно быть все на уровне. Итак, снова выворачиваю через ту же самую дырочку, где она у меня, вот она у меня здесь. Снова выворачиваю наизнанку и пришиваю окончательно молнию. Первую сторону молнии я обычно не приметываю. Ну вот не привыкла я, не люблю я это делать. Вторую сторону нужно обязательно сметать, даже если вы в себе на 100% уверены, нужно ее обязательно приметать. Потому что вот так мы сейчас булавочками с вами прикололи, и все у нас сошлось. Мы сейчас можем с вами строчить машинкой, а машинка может все эти линии сдвинуть. Поэтому вот так, прям как сейчас у меня иголочки, булавочки приколоты, так я ее и сметываю. Сначала сметаю хорошей такой широкой вот такой стежкой, не такой, а вот такой стежкой, и уже буду строчить. Итак, пришила я вторую часть молнии. Сейчас я пока ее не отрезаю, я сейчас выверну, проверю все еще раз. Такой узелочек можно завязать, ниточки обрезать, а это пока не отрезаю. Кстати, когда мы с вами строчим молнию, не забываем о бегунке, ну или собачка ее еще называют, да? Нужно будет из-под лапки ее немножечко протягивать, то в одну сторону, то в другую сторону. Ну, допустим, сначала мы ее в конец опустили, начинаем сначала, прошлись, то есть прострочили какую-то часть, мы ее, собачку, переносим, переводим наверх, чтобы она нам не мешалась, и строчим дальше. То есть нужно сделать так, чтобы бегунок нам под лапку не попал. Итак, я сейчас все разворачиваю еще раз. Застегиваю молнию, проверяю. И если у меня все хорошо, я ее тогда уже опять выворачиваю. И здесь я, кстати, еще наметку не убрала. Сейчас попробую застегнуть с наметкой. В общем, если сейчас все хорошо, еще раз выворачиваю и уже обрезаю уголочки. Так, все-таки с наметкой вряд ли получится. Так, пока у меня без отстрочки, у меня вот эта внутренняя часть, то есть подборд, застревает под молнией, поэтому аккуратненько вот сейчас застегивайте, чтобы не было такого, да, чтобы вот прям аккуратненько, чтобы не попало вот это мясо под собачку. Так, здесь мне все нравится, полосы мои на месте. Здесь я сейчас наметочку уберу и еще раз прострочу, то есть здесь можно будет ниткой-иголкой, да, поправить. Если, кстати, вот тут, если что-то вам не нравится, здесь можно всегда поправить с лицевой стороны ниткой-иголкой. В общем, я сейчас опять разворачиваю, отрезаю лишний кусочек, хвостик этот от молнии. Так, у меня, по-моему, с той стороны кусочек, да, здесь у меня наметки нет, с этой стороны этот кусочек. В общем, отрезаю этот кусочек, также ниткой, иголкой все поправляю, как и с этой стороны все закрепляю, да, можно сказать, все. Вот так отрезаю хвостик молнии. Ножнички у меня, конечно, не для ткани. Так, здесь отрезаю кончик. И вот эту часть ниткой, иголкой я фиксирую. Все,
Все, убираю сейчас наметку и снова выворачиваю. Итак, молнию пришили, все проверили, примерили на себя. Я сейчас еще раз застегиваю, чтобы вы убедились, что все хорошо. То есть у меня все хорошо, и, конечно же, вы должны проверить. Что вы должны проверить? Во-первых, нижние срезы, нижние вот эти вот низ нашей, подол нашей жилетки должен совпадать, должен быть на одном уровне. Далее вся стежка должна быть на одном уровне, вплоть до вот этого шва на воротничке. И, конечно же, по верху воротничка у нас тоже здесь должно быть все на одном уровне. То есть у меня практически готова молния за одним. Так, сейчас ниточку уберу за одним маленьким исключением. По молнии я сделаю отстрочку. Для того, чтобы, смотрите, когда я застегиваю, у меня вот здесь, так как у меня с одной стороны, на одной стороне синтепон, на другой стороне просто плащевка, вот этот вот кусочек, вот это вот мясо плащевки может застрять в молнию. Поэтому мы сделаем с вами отстрочку. На изнанке мы с вами вот так подборт выравниваем, то есть отодвигаем, выравниваем, он у нас должен быть ровненько. С этой стороны от зубчиков примерно 3 миллиметра должен быть, то есть расстояние от зубчиков, от края зубчиков до вот этого вот сгиба, скажем так, да, до вот этого края должно быть 2-3 миллиметра. Итак, мы с вами должны полностью вот так пройтись по всей молнии, сколоть молнию с полочкой. То есть с этой стороны у нас будет молния широкая, с этой стороны узкая. Не переживайте, что у нас не будет застегиваться, все застегиваться будет. При этом наша вот эта часть, подборт, не будет застревать в молнии. Вот так сколю полностью перед и одну сторону, и вторую обязательно. Так. И сделаю прямой строчкой. То есть вот здесь прострочу прямой строчкой. Строчка будет вот от этого края, как правильно показать, вот от этого края полочки, вот сюда строчка будет на ширину, максимум на ширину лапки. И обратите внимание, то же самое я делаю и на воротничке, да, то есть отстрочку я буду вот так и по воротничку, и до самого низа. И точно так же я делаю на другой стороне. Что еще я сделаю? Я закреплю подол нашей жилетки. То есть, смотрите, у меня молния, вот здесь я ориентируюсь на молнию. Где у меня начало молнии, у меня идет вот эта вот нижняя строчка. Значит, если она у меня идет так от молнии, значит, она у меня должна идти и здесь. Вот в этих местах, да вообще в принципе в нескольких местах, можно вот здесь, здесь несколько, в нескольких местах сделать закрепочки. То есть такие маленькие мы сделаем прихваточки, да, сейчас я покажу на одной, ну вот в одном каком-то месте, допустим на серединке спинки, вот так вот серединка спинки, я беру прям вот так в канавку шва. Стараюсь так, чтобы у меня захватился синтепон, подложка, там все вот это вот, да, но не хватаю плащевку с той стороны, чтобы не было у нас там всяких неприятностей. Все, сделали несколько таких вот стежочков, сделали узелочек и отрезали ниточку. И так в нескольких местах, чтобы у нас просто был подол зафиксирован. Ну и в принципе все, нашу жилетку можно будет немножечко отпарить, не отглаживать в любом случае, только можно будет отпарить, если у кого-то есть парогенератор, кто-то такой счастливый, как я, если у кого-то есть отпариватель вертикальный, то есть повесили на вешалочку, вот так рядышком прошлись, ну буквально может быть 5 сантиметров от самой курточки, да, то есть не по ней, не проглаживать ее, иначе будет у нас, ну, не будет этой пышности и не будет этой красоты.
Забыла еще один маленький моментик. То есть нам нужно сейчас закрыть, когда мы уже убедились, что все у нас хорошо, сделали отстрочку, здесь сделали закрепочки, то есть все у нас замечательно. И этот шовчик теперь нам нужно закрыть. Этот шовчик можно закрыть ниткой иголкой, конечно же, в тон подкладки потайными стежками, а можно сделать вот так, просто сделать подгибочку небольшую, вот так. Сколько у нас тут было? 1 сантиметр, да? 1 сантиметр с этой стороны, 1 сантиметр с этой стороны. Вот так. Сейчас я возьму булавочки. Я сейчас пока булавочками скалываю, но этот шовчик можно вот так, прям в самый-самый край. Вот так прошить. Либо прямой строчкой. Опять у меня что-то за окном делается, либо прямой строчкой, либо маленьким тоненьким частым зигзагом, то есть мелким частым зигзагом, можно так, но можно и прямой строчкой. Все, закрываем этот шовчик, и все, у меня курточка готова. Я, кстати, ее немножечко еще и отпарила, уже примерила, мне все нравится. Сейчас покажу вам ее на себе. То есть не курточка, я оговорилась, конечно же, жилетка. Вот она, моя жилеточка. Вот так она выглядит со всех сторон. Обратите внимание, какая аккуратная пройма. Не торчит по плечам, не торчит вот здесь, где по бокам под мышками. Здесь все аккуратно. Хотя жилетка без выточек. Все хорошо, все удобно, карманы удобные, на месте. Изнутри приятно посмотреть. И сейчас мы застегнем молнию. Посмотрим, как она выглядит в застегнутом виде. Воротничок можно приподнять, можно закрыть до конца. Ну вот у меня получается прям впритык он. Поэтому я сделаю, ну либо вот так ношу, либо я люблю в принципе вот так вот, как отложной воротничок носить. Можно вот так. Я, кстати, думаю, что с этим костюмом вполне подойдет и эта жилетка. Вполне можно носить. Что еще хочу сказать? Дело в том, что жилетки, которые мы видим на других, которые им продаются в магазинах, прямого кроя. То есть либо они прямые, либо они вот такие бочонком. У нас же жилеточка слегка приталена. Ну, конечно же, это по желанию того, кто шьет. Можно сделать прямую, можно сделать трапецию, можно по низу вот так заузить, если она, допустим, длинная у нас. У меня, ну, чуть-чуть выше бедер, я бы сказала. Я, кстати, себе рассчитывала, что у меня должна быть жилетка 67 сантиметров от высшей точки плеча, через высшую точку груди и до низа. У меня должна быть 67 сантиметров. Ровно 67 сантиметров. Я думаю, что вот так вам видно, да? То есть вот она моя цифра. Потому что все рассчитала правильно, все рассчитала так, как надо. И по объему, и по длине, и по пройме. Единственное, что можно было бы, конечно, сделать пошире горловину. Но я не хотела. Пусть она у меня будет максимально закрыта. Кстати, можно вот так закрыть полностью воротничок на молнию. Так. И вот так ее подвернуть. Тоже почему бы и нет. Можно вот так носить. Тоже, в принципе, нигде не давит. Посмотрите, сколько свободы. И не оттопыривается сильно, и не давит. Все свободно. То есть свободы столько, сколько нужно. Я очень хотела бы увидеть ваши работы. Я, конечно, понимаю, что все вы работаете и не можете успеть за мной, но все-таки я подожду еще какое-то время и очень надеюсь, что ваши работы я все-таки увижу. Ну, хотя бы несколько. На этом я заканчиваю свою работу по пошиву жилетки. Я осталась очень довольна. Надеюсь, что и вы останетесь довольны своей работой. Жилетка у меня получилась одновременно свободная и приталенная. То есть мы с вами получаем акцент на фигуру, при этом ничего нигде не сковывает. Все свободно, все хорошо, все замечательно.
Еще раз повторю, мне очень нравится проймочка, очень нравится. Никакой лишней свободы, нигде ничего не тянет, не давит, все просто идеально. Я надеюсь, что вы останетесь со мной в телеграм-канале «Швейная продленка». Мы с вами будем решать вместе, что шить, кому шить, когда шить, зачем и почему. Задавать вопросы и получать на них развернутые ответы. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Пошла гулять, выгуливать свою жилетку. Всем пока!